В эфире программа «Акцент дня», в студии Илья Табуев. Здравствуйте. Ежедневно в нашем эфире мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня мы говорим о том, что Ближний Восток готов полыхнуть. С нами на связи политолог, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Инаугурация нового президента Ирана омрачилась смертью лидера Хамас, который был убит в результате удара Израиля по Тегерану. Вот худшие прогнозы экспертов сбываются на глазах. Вот Ближний Восток все-таки готов полыхнуть? Как вы считаете? Ну, все признаки подтверждают то, что Ближний Восток на грани нового неистового конфликта, эскалации вот этой вот сегодняшней очень непростой ситуации. Причем сразу возникает вопрос, а кому это выгодно? Как в известной следственной формуле, кто за этим стоит, тому, кому это выгодно. Пока на самом деле уничтожение, а это было преднамеренное уничтожение, убийство одного из современных лидеров, главного переговорщика Хамаса, Исмаил Хании, пока никто на себя не взял ответственность. Хотя косвенно израильские круги подтвердили, что это был акт возмездия, значит, все-таки это было совершено, по крайней мере, руками Израиля. И вот возникает вопрос, а зачем именно сейчас? Что из этого может получиться? К чему это может привести? И более того, они же понимали, что обратный ответ будет неизбежен. Ответ будет. Ответ будет, и в самое ближайшее время Иран об этом заявил. А что еще оставалось в этой ситуации делать? Потому что это просто какая-то совершенно разнузданная террористическая акция в столице Тегерана, Тегеране, совершенная и так далее. Что получается? Давайте все-таки посмотрим на Ханию. Хания — это сегодня один из, пожалуй, самых здравомыслящих представителей Хамас, хотя он потерял своих 3 сыновей от террористических атак Израиля, но он сторонник переговоров до последней возможности найти какой-то компромисс. Поэтому именно с этой позиции он выступал, эту позицию он подтверждал сейчас в ходе инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, и в ходе встречи с духовным лидером Ирана Хаминея. Я хочу напомнить слушателям, что Иран — это теократическое государство, и поэтому аятолла временами с точки зрения стратегической позиции выше, чем формальный президент. Так вот, Хания везде выступал постоянно, неуклонно за проведение тех или иных действий навстречу друг другу, за прекращение огня, за сделку между Израилем и Ираном. Теперь вопрос возникает, а кому такая позиция была невыгодна и кому мешала в этой ситуации Хания? Очевидно, что линия на уничтожение самого лидера Хамаса Хании и на, может быть, такую подвижку к более решительным действиям умеренного нового иранского президента — это интересы Биньямина Нетаньяху, нынешнего подчеркиваю, пока на сегодня еще премьер-министра Израиля. Мы как-то в этой студии говорили в свое время, не так давно, что в Израиле вызревало, как это ни странно сейчас прозвучит, такого американцы еще пока не пытались даже и предпринимать, новая цветная революция в отношении лидера ближайшего союзного государства Израиля, в отношении Нетаньяху. Потому что, давайте посмотрим на ситуацию. Все последние события показывают, что Нетаньяху сам себя загнал в политический тупик. В кои веки на Ассамблее ООН солидарно приняли резолюцию за прекращение огня в секторе Газа. И американцы, которые предложили, и мы с китайцами, которые поддержали. Здесь надо быть, извините, политическим идиотом, чтобы уклониться от подобного решения. Уголовный суд, по сути дела, объявил преследование Нетаньяху как военного преступника. В самом Израиле разрушилась вот эта вот коалиция, так называемый военный кабинет, который был создан с момента вот этого нынешнего кризиса,
вокруг сектора Газа, и все временные союзники Нетаньяху, это центристские партии, они вышли. Не просто вышли из коалиционного правительства, они объявили непримиримую политическую борьбу Нетаньяху, его авантюрному курсу. И вот сегодня главный соперник Нетаньяху, Бенни Генц, он, по сути дела, возглавил новую коалицию, которая требует досрочных выборов в Кнессет израильский осенью и, по сути дела, свержение сегодня Нетаньяху. А на улице вышли люди, недовольные этим безумным курсом, недовольные тем, что вот от дикой прямолинейной позиции израильского руководства сегодня страдают те невинные люди, которые до сих пор удерживаются в качестве заложников на той стороне, на стороне того же самого Хамас. Поэтому Нетаньяху сегодня держится на волоске. Тогда зачем? Вот зачем сегодня вот такая откровенная авантюра? Причем я хочу подчеркнуть, ведь Нетаньяху не так давно посещал Соединенные Штаты, долгое время там уж никто не думали, разрешать, не разрешать. Ну, скажем так, он неудобен нынешнему американскому руководству демократической партии, ну и еще Байдену, хотя сегодня вопрос, где он Байден и что от него зависит, но тем не менее, связываясь с Нетаньяху, сегодня демократы теряют голоса на ближайших выборах со стороны тех же исламских граждан, арабов, афроамериканцев, которые всегда выступали вот за такую политику, ну скажем так, мирного разрешения конфликтов и всегда выступали против ярко выраженного еврейского. Сергей Алексеевич, вы знаете, вот из вашего такого ответа у меня сразу несколько вопросов возникло. Вот что касается визита Нетаньяху в Вашингтон, то есть из ваших слов мы так понимаем, что Америке, США это невыгодна ситуация в данной вот позиции? Все не так однозначно. Нынешней Америке, истеблишменту американскому, демократическому, невыгодно. Но ведь когда приезжал Нетаньяху и говорил о том, что будет вести борьбу до победного конца, он ведь не к Байдену обращался, а к Трампу, к республиканцам. В ответ были тут же попутные высказывания тех, кто пока еще не сбежал от Нетаньяху в военном кабинете, что они очень рассчитывают на реальную серьезную помощь республиканцев во главе с Трампом, которые понимают, как действовать в этой ситуации, и вот они-то считают их своими верными, неизменными союзниками. Это вот такой момент. Это на самом деле попытка такое сделать прогиб, я бы сказал, политический перед теми, кто, возможно, поддержит Израиль дальше в лице Трампа и так далее. Так что эта ситуация, это не выступление не до сегодняшнего дня, а где-нибудь там, скажем, ближе к ноябрю. По итогам американских выборов. Ну, до ноября вот еще Израилю, наверное, как-то дожить нужно. Ведь Аятолла Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на теракт в отношении лидера Хамас. И вот в данном контексте, когда такое заявление прозвучало, прямой удар, что здесь ждать? Вот вы знаете, вот это как раз очень выгодно сегодня Нетаньяху. Давайте еще на одну вещь посмотрим. Параллельно с вот этим совершенно безумным терактом в Тегеране... Тогда следующий вопрос, вот, Сергей Алексеевич, а хватит ли сил Нетаньяху и Израилю сопротивляться? Вот это самый главный вопрос. Давайте на что посмотрим. Это система, это залп, потому что одновременно были нанесены удары по Бейруту, и тамошние противники, основные главные противники Израиля, чуть не потеряли, а может быть даже и потеряли. Хезболла потеряла своего лидера, до сих пор еще официальных заявлений о гибели не прозвучало. То есть это попытка растравить своих противников. А вот вы правильный вопрос задаете, а зачем это сегодня в политической тактике Нетаньяху? А это попытка убедить запуганных и запутавшихся израильских граждан, что без Нетаньяху из этой ситуации не выйти, не спастись. Он должен спасать израильский народ бесконечно долго, только он может сегодня остановить опасность со стороны Ирана. Там же были заявления. Удар по Ирану – это удар по всему исламскому миру. Мы сегодня отражаем израильскую агрессию и будем бороться с Израилем до его полного уничтожения, до освобождения Иерусалима, как нашей территории и прочее, прочее. Вот сегодня они пытаются доказать. Пока Нетаньяху держит власть в своих руках,
он защитит. Любой ценой, но защитит израильский народ. Если дрогнуть, как сегодня Бенни Ганц предлагает, договориться, пойти на попятную, дойти с компромисса, вот тогда нас разбомбят от корки до корки. Вот поэтому сегодня вот попытка, это самоубийственная попытка. Полагаю, что это в конечном счете может привести действительно, ну если не к цветной революции, то к таким гражданским волнениям и столкновениям, что сам народ может смести в конечном счете Нетаньяху. А вот, кстати, при таком достаточно вероятном, в принципе, исходе, вот эти волнения, реакция народа, государства Израиль, сможет ли остановить ответные действия Ирана и всего исламского мира? Если они покажут, что сам Израиль и граждане Израиля не хотят разжигания его. Но это хитрый вопрос. Ну, так, чтобы Иран вообще не отреагировал, это невозможно. Но это то, что сделал Израиль сегодня, это откровенная наглость, это вызов и так далее. И сегодня новый президент Ирана, каким бы он ни считался реформатором, центристом, он все равно не может не реагировать, потому что это сразу его легитимность, его власти сразу поставит под большое сомнение. Поэтому удар будет. В какой степени, насколько серьезно, это другой вопрос. Есть еще очень важный момент. Вот если сегодня страсти накаляются до такой степени, Нетаньяху заигрался, взорвался в такой степени, а рискнет ли Трамп его поддержать, так как он пока на сегодня заявляет, если он придет к власти в ноябре месяце? А захочет ли он идти до конца, как он когда-то пытался, тогда, будучи президентом, идти до конца в борьбе против Ирана, во всех возможных санкциях, да не только санкциях, расположение новых военных баз на границе с Ираном, ну и прочие все вот эти вот пугалки, которые он когда-то применял. Это тоже вопрос. Нужно ли будет сегодня, если он окажется у власти Трампу, вот такая новая эскалация на Ближнем Востоке, памятуя то, что есть Украина, памятуя, что есть еще зависший в непонятном пока развитии тайваньский, китайский кризис. А зачем тогда сегодня? Вот это головная боль. Это еще большой вопрос. Захочет ли рискнуть? А еще, захотят ли сегодня американские, ведь президент, понятно, фигура-то прикладная, захотят ли сегодня американские деловые круги? То же самое лобби исламское, оно не малое, потеряв окончательно всех союзников в мусульманском мире, идти сегодня против Ирана до конца, с Израилем до конца. Это очень серьезный вопрос. Безусловно, конечно. И вот, кстати говоря, в случае неподдержки Израиля как США, так и другими странами, хватит ли Израилю сил, возможности для того, чтобы вести полноценные боевые действия на всех фронтах? И сектор Газа, опять же, туда же мы берем в учет. Это серьезный вопрос. Сразу отмечу. А, собственно, большой поддержки европейских стран Израиля не получает по-настоящему. Разве что Макрон там все пытается где-то свою партию сыграть. А опять в расчете на какое-то там еврейское лобби во Франции, деловые круги еврейского происхождения. По большому счету сегодня немцы, британцы и все прочие, они дистанцируются от этой вот сегодня экстремистской линии Нетаньяху, поэтому захотят ли они дальше оказывать помощь, большой вопрос. Кто сегодня, давайте так, кто сегодня самые большие союзники Израиля? Это наши, извините, релаканты, перебежавшие туда ближе к Тель-Авиву, которые сегодня предлагают бороться до конца, до последней капли еврейской крови. Наверное, своей еврейской крови в большей степени, извините. Поэтому, в мировом серьезном политическом мире, как-то сегодня ставка на Израиль — это вещь достаточно авантюрная, достаточно рискованная. Поэтому я не думаю, я уверен в том, что Израилю собственными силами не выдержать это противостояние со всем исламским миром. А окажутся ли все-таки надежные союзники? Очень там где-нибудь на Западе, за океаном, или в Европе, это очень большие вопросы. Сергей Алексеевич, и в завершении нашей с вами беседы Россия, Китай и многие другие страны осудили убийство. Так вот, означает ли это, что Иран может рассчитывать на поддержку этих стран в случае такого полноценного, полномасштабного конфликта?
Я думаю, что все страны, которые сегодня серьезно относятся к мировой политике, а пуще того к мировой экономике, и хотят иметь нормальные отношения сегодня с арабскими странами, ну как сегодня могут не поддержать Иран, например, страны БРИКС? Это значит не только мы, и китайцы, и бразильцы, и индийцы, а еще те страны арабского мира, которые туда сегодня только вступили, Саудовская Аравия, Эмираты, и те, которые на подходе. Конечно, в этом случае и Иран, который на самом деле не сегодня, а завтра тоже собирается присоединиться к БРИКС. Это может быть еще один вариант солидарности такой коллективной с тем государством, которое страдает от произвола западного, там, не знаю, там, ближневосточного в лице Израиля и прочее, прочее. Сегодня надо поддержать Иран, чтобы не оказаться под ударом в своем собственном случае через какое-то время. Поэтому нет, здесь, конечно, мировое мнение, политическое, общественное складывается, конечно, не в пользу Израиля в этой ситуации, как ни крути. Спасибо большое, Сергей Алексеевич. С нами на связи был политолог, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.